Здравствуйте, меня зовут Виталий Пуртов, я приветствую вас в своей мастерской MyDIY. Сегодня будет простой проект, но который потребует максимальной аккуратности. Сегодня мы будем делать чайный домик. Я, конечно, больше люблю черный крупнолистовой чай и завариваю его в термосе. Но чайные пакетики тоже у нас периодически появляются в доме, и они должны где-то храниться. Поэтому сделаем для нее маленькую коробочку. Буду делать ее из нескольких сортов дерева, в основном это будет бук, но еще будут вставки из дуба и ясеня. Первым делом беру хорошо просушенную доску бука. Задаю базовую плоскость с помощью своего приспособления, а потом на циркулярке с помощью старого правила задаю базу на кромке. Потом разделяю доску вдоль пласти пополам. Забегая вперед, скажу, что я еще раз ее пополам разделю, но позже. Далее в своих закромах нахожу пару реек дуба и ясеня. И ясень разрезаю пополам. Так как из всего этого я буду склеивать небольшой щит. Так как фуганок у меня пока нет, плоскости под склейку я буду выравнивать на рейсмусе. Чтобы ничего не перепутать, я помечаю плоскости, которые нужно выровнять карандашом. Буду склеивать с помощью своих трубных струбцин. Они имеют максимальную силу сжатия. Примеряю все рейки сначала на сухую, а потом промазываю клеем и стягиваю струбцинами. Плашки бука получились немного длиннее, чем дуба и ясеня, но я решил их пока не обрезать, чтобы они послужили жертвенной планкой при рисмусовании. Клей наношу немного, но достаточно, чтобы его при сжатии немного выдавило, что является хорошим показателем при склейке. Хорошенько протягиваю все струбцины и оставляю примерно на 7-8 часов. Щит у меня простоял целую ночь и хорошенечко все просохло. На первый взгляд склейка получилась отличная, но точно это можно будет сказать только после обработки, так как нагрузки на щит будут приличные. Щит также выравниваю предварительно в рейсмусе две стороны. Отрезаю жертвенные планки. И распускаю щит вдоль, делю его на две части. Лучше, конечно, это делать на ленточной пиле с тонким полотном, но ее у меня пока нет. Выравниваю две части этого щита опять-таки на рейсмусе, чтобы убрать риски от пильного диска. И вот две заготовки у меня готовы. Получились с красивым рисунком, и уже не терпится их покрыть маслом, чтобы проявить рисунок дерева. Теперь нужно разметить эти заготовки и напилить из них уже части чайного домика. Пилить я буду на торцовочной каретке, а чтобы нужные детали были идеально одинаковые, ставлю упор. Мне нужна будет прорезь в передней части домика, чтобы удобно было доставать чайные пакетики. Я решил эту прорезь сделать с помощью сверла Форстнера, а потом разделить эту деталь пополам, чтобы прорезь была в виде полукруга.
Далее делаю все детали нужной мне ширины. Делаю это на распиловочном станке с помощью параллельного упора. Так как стенки домика всего лишь 5 мм толщиной, на гвозди, на шпильки их сажать очень проблематично, так что я решил все склеить столярным клеем. Перед сборкой немного переживал, что не получится качественно сжать струбцинами, но получилось зажать все 5 стенок домика одновременно с помощью 4 струбцин. По-моему, склейка получилась отличная, вполне прочная, но сейчас мы это во время шлифовки и проверим. Перед покрытием маслом или воском я шлифую обычно 3 видами абразива. Это 80, 120 и 180. Углы и торцы домика я шлифую вручную. Покрывать буду в этот раз воском Мартьянов. Мне нравятся их масла и воски, нравится, что их можно колеровать, но в этот раз колер добавлять не буду, потому что в домике используется 3 вида дерева, и рисунок получился и так вполне насыщенный. Вот такой замечательный чайный домик получился, займет достойное место на нашей кухне. И еще хочется сказать, чем больше я таких изделий делаю, тем все больше хочется себя окружать красивыми вещами, сделанными из натурального дерева.